Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как разделить шар на 6 ровных частей. Это не бархат, иголочки нам подкалывать некуда, поэтому я покажу свой вариант, и у меня неплохо получается. Если вам интересно, оставайтесь со мной и, конечно, приступим. Для сегодняшней работы мне понадобится сам шар, он у меня в покраске. Мне понадобится вот такая лента, она у меня 5 миллиметров, она очень жесткая. С одной стороны это хорошо, с другой не очень, но на ней очень красиво смотрится стразовая цепочка. Цепочка у меня 2,5 миллиметра. Вот я уже показывала в начале, вы видите, вот здесь по краям торчит ленточка, и цепочка очень красиво смотрится. Мне понадобится кисточка, я подобрала по размеру, и маленькая бусина. Так, где моя бусина? Вот она. Для чего мне эта бусина? Для того, чтобы прикрепить кисточку. Кисточка у меня такая необычная, вот с таким колпачком, и я придумала, как ее прикрепить. Начинаю с того, что просто подклеиваю по шву ленту. И меня спрашивали, что это такое. Вот это у меня просто бобина осталась от цепочки. Здесь у меня мокрая салфетка. И когда я работаю с клеем, я просто вот так клей держу. Получается, у меня и носик вытирается, и клей не высыхает. Очень удобно. Берем клей и, как я уже не раз показывала, наношу клей на середину, а затем носиком вот так размазываю по ленте, чтобы у нас клей не вылез из-под ленты. И просто подклеиваем. И так работаю по всему шару. Вот первые 3 сантиметра у меня подклеились. Сейчас я укладываю шар, чтобы мне было удобно. И также продолжаю. Здесь уже можно наносить на довольно большой отрезок ленты. Наношу, носиком все распределяю и подклеиваю. Придерживаю верхнюю часть и продолжаю работу. Теперь берем ленту и вымеряем 2 диаметром с небольшим припуском. Вот у меня будет это один отрезок и такой же второй. Конечно, все края обрабатываем огнем. Укладываем шар, чтобы удобно было на него смотреть. Берем 2 ленты и вот так вот примерно хотя бы укладываем и смотрим, где нам что приклеить. Потому что приклеить надо будет 2 сразу. Лента у меня немного подгибается, поэтому клей наношу вот с этой стороны. Наношу клей 1 сантиметр, не больше. Так, размазываем. И, как я уже говорила, ну, у меня глазомер хороший, я уже сразу одну ленту приклею и вторую ленту приклею. Вот здесь можно их чуть-чуть переместить. И даю закрепиться. Смотрим, чтобы хотя бы примерно у нас было все ровно. Потом можно передвинуть. Главное, чтобы вот эти ленты закрепились. Почему мы приклеили здесь только 5 миллиметров, у меня даже не сантиметр? Потому что маленький отрезок мы приклеили, и затем можно будет эти ленты чуть передвинуть, если вдруг мы ошиблись. Мои ленты закрепились. Теперь я вот свожу все к середине, придерживаю пальчиком, и сейчас вот так можно переместить, можно подтянуть. И вот вы видите, получается 3 ровные части, но пока они у нас не приклеены. Вот вы видите. Что я делаю теперь? Теперь, когда я убедилась, что у меня все ровно, ленту, которую я не подклеиваю, убираю. Так, еще раз. Что-то у меня сдвинулось. Да, все ровно. Ленту, которую я не приклеиваю, убираю. А ленту, которую подклеиваю, вот видите, я пальчик держу, вот я уложила ленту именно как вот она будет приклеена. Пальчик у меня на краю ленты.
Теперь я просто отодвигаю ленту и нанесу клей. Так, что-то у меня тут не стоит. Сейчас закреплю ленту. Вот она у меня скручивается. Пальчик я держу в месте, где у меня будет подклеиваться лента. Теперь наношу клей. Немножко надо к этому привыкнуть, но у вас все получится. Вот размазываю клей. Может быть, даже не на всю ленту. И ленту свожу к своему пальчику. Вот она, по краю пальчика. Все. Даю закрепиться. Одна часть ленты у меня подклеилась. Теперь мне надо доклеить остальную. Она уже будет ложиться. Вот она у меня скручивается, поэтому мне неудобно вам показывать. Но я ее вот другой игрушкой. И нанесу клей на оставшуюся часть. И тут она уже сама ложится. Все, вот я доклеила. Теперь нам надо подклеить таким же образом вот эту ленту. Я держу пальчик. Вот я отметила, где моя лента должна быть. Видите, неудобно. Она жесткая, эта лента, я говорила, и хорошо, и плохо. Но ничего, мы справимся. И теперь наношу клей снова на этот отрезок ленты. И свожу ленту к своему пальчику. Также даю закрепиться. Снова наношу клей на ленту, где у меня не доклеилась до середины. И подклеиваю все. Все, одна часть у нас подклеена. Вы видите, все получается идеально ровно. Со второй стороны вымеряем ленты и лишнее подрезаем. И, конечно, все обрабатываем огнем. Также со второй лентой. Со второй стороны мы также все вымеряем, укладываем. Вот, чтобы ровно у нас было. Так, сначала у нас подклеена вот эта лента. Я придерживаю пальчиком, отодвигаю ленту, наношу клей и затем опять к пальчику вот так передвигаю. Вот я нанесла клей, пришлось даже зубами придержать, иначе лента скручивается. И по краю пальчика я ее подклеиваю. Подклеила где-то вот до сюда, дальше не хватило клея нанести, так как держала в зубах. Вот одна сторона у меня подклеена, сейчас закрепится и подклею вторую часть. И также поступаем со второй лентой. И шар у нас получается разделен на 6 частей, ровно и аккуратно. Лента у меня подклеена, и посмотрите, как все идеально получается. Немножко надо приноровиться, но все должно у вас получиться. И пока шар подсыхает, я подготовлю кисточку. Если у вас такая же кисточка, как у меня, то вот я нашла способ, как это сделать. Беру бусинку и завязала узелок, и вот одела бусинку именно в двойную нитку и сделаю несколько закрепок. Узелок можно убрать этот, чтобы он не торчал. И теперь вот эту бусину я ее вот сюда. И вот кисточка у нас уже никуда не денется. Можно несколько узелков здесь сделать на всякий случай. Но я еще несколько раз буду пропускать кисточку, когда буду пришивать. Вот все у нас закреплено. И кисточку я пришиваю. Вот о чем я говорила. Сейчас пропущу назад и через бусину, и опять. Вот через серединку сейчас найду. Так зацепилась. На камеру немножко неудобно вам показывать, но ничего. Через бусину и снова назад. И затягиваю поближе. Сейчас вернусь к вам. Вот я подтянула.
И еще несколько раз вот туда-сюда подошью и пропущу через бусину. Стараемся зацепить все ленты. Лучше все будет держаться. Можно даже и кисточку закрепить вот сюда. И таким образом полностью закрепляем кисточку. Несколько раз можно обвернуть и делаем узелки. Здесь у нас будет стразовая цепочка, поэтому ничего видно не будет. Все, кисточка у нас надежно закреплена. И вокруг кисточки нам надо приклеить стразовую цепочку. Так мы зафиксируем полностью и кисточку, и цепочку. И впоследствии будем крепить другие цепочки, которые у нас будут идти вот от этих лент. Я отрезала нужный мне отрезок и вот так по кругу подклеиваю. И обязательно все края подклеиваем. Когда у нас вокруг кисточки подклеена цепочка, берем клей и вот наносим только одну вот такую дорожку. Я беру примерно 1,5 сантиметра, беру цепочку и вот так аккуратно укладываю. Уложила. Надо обязательно это сделать посередине. Как только цепочка закрепилась, чуть-чуть сразу передвигаем вот к этой цепочке. Нам надо все подклеить между собой. Придерживаем, следим за тем, чтобы она приклеилась посередине и даем закрепиться. Ну и пока у меня тут цепочка закрепляется, я вымеряю нужный отрезок мне, лишнее подрезаю, пускай она там закрепляется, и я закреплю следующий отрезок, чтобы не терять время. Также наношу маленький тут отрезок 1 сантиметр, беру цепочку и укладываю ровно. И так подклеиваю 2-3 цепочки. И пока у меня все закреплялось, я уже успела обтянуть пару игрушек. Теперь я отодвигаю цепочку и вот беру и стараюсь прямо посередине нанести вот такую дорожку клея. И стараюсь нанести на всю ленту. Надо очень аккуратно работать. Клея наношу достаточно много. Теперь беру цепочку, придерживаю вверх и укладываю посередине. Вот я это делаю очень медленно. Маленькое движение неправильное, и клей у вас растечется. Все, я уложила. Проверяю. Так, руками лучше туда не лезть. Все у меня ровно. Сверху можно вот так прижать. Все должно быть идеально. И теперь можно, вот когда я убедилась, что все идеально, можно приступать дальше. Снова беру клей и вот такую, вот не знаю, видно вам или нет, я наношу достаточно много клея. Пока я наношу клей, он немного уже густеет. Сразу лепить не надо. Так, клей есть. Аккуратно беру цепочку, придерживаю край и вот так вот укладываю. Снова поворачиваю, стараемся смотреть со всех сторон, чтобы все у нас ровно было. Прижимаем и продолжаем работу. И когда 3 стороны вы наклеили, лучше это оставить немного подсушиться, иначе если вдруг нечаянно где-то схватите, все у вас поплывет, отодвинется, испачкается, поэтому на время откладываю.
пойду обтягивать дальше шары. И сушить не на стаканчике, а на вешалке. И, конечно, не забываем украсить макушку, верхушку и кисточку. Отрезаем нужное количество нам звеньев для верхушки и подклеиваем. Я предпочитаю подклеивать по одной цепочке. Так намного надежнее и аккуратнее. Стараемся все звенья совмещать, чтобы у нас получилась одна полоска. И обязательно все звенья между собой склеиваем. Вот о чем я говорила, чтобы все звенья были как бы по одному ряду, а не в разнобой. И также украшаем кисточку. Чтобы все выровнять, вот так пинцетом все прижимаем. Вымеряю нужное количество мне звеньев, затем выкладываю на стол и отрезаю полоски. Так намного удобнее работать, чем каждый раз вымерять. И продолжаю работу. Наношу клей сначала на середину, затем вот так укладываю аккуратно стразовую цепочку и подклеиваю. Я обязательно склеить все края между собой. Это мы должны делать всегда. Даю закрепиться немного, затем наношу с одной стороны клей и с другой стороны. И подклеиваю вторые цепочки. И также следим за тем, чтобы у нас получались ровные полоски. Вот что у меня получилось. Шары еще не готовы, но на этом этапе я их отложу. Буду готовить остальные формы, и затем будет полный декор. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.